Ты приготовила мне невкусный суп, а мне не нравится, что ты мне не принес цветы. И вообще бесит, бесит. Не так завязал галстук, не там положил носки, не там положил зубную щетку или положила. И мы очень часто встречаем и слышим эти фразы, не так ли? Давайте же вместе разберемся, что такое кризис в отношениях, как с ним справиться, куда бежать и что делать. У меня в гостях психолог Александра Корниенко. Александра, приветствую тебя. Спасибо большое, что нашла время поговорить с нами об очень важной теме. Мы сегодня поднимем такую острую тему, это кризис в отношениях. И, наверное, начать хотелось бы с того, чтобы вообще в целом понять, что такое кризис в отношениях. Потому что очень часто мы, мне кажется, этим прикрываемся как щитом. Там, лишний раз накричал, ой, ну это у нас кризис, поэтому ты как-то там не обижайся. Или там не приготовила борщ, потому что цветы не принес. Ну, к примеру, да, вот, ну это вот у нас кризис в отношениях, не обижайся. Что такое кризис в отношениях? Да, вот хотелось бы начать с того, что мы как-то неосознанно начали постоянно пользоваться этим словом, да. И саму суть мы не понимаем, и действительно, абсолютно ты права, что мы этим словом частенько прикрываем наши какие-то неспособность действовать в нужном направлении, когда мы уже чувствуем, что мы в этом нуждаемся. Кризис, вообще любой кризис это возможности, это переход на новый уровень, это внутреннее понимание и ощущение, что здесь мы застоялись, пора переходить на новую ступень. А это всегда больно, это всегда страшно, и частенько мы невольно начинаем, ну, включается страх, мы люди, это нормальное явление, и мы начинаем притормаживать и, соответственно, прикрываться понятиями кризис, ну, это так, это как бы сейчас просто такой период и все. Но на бессознательном уровне мы понимаем, что уже пришло время перехода на новый уровень. Как в образовании, да, мы проходим какие-то экзамены и переходим от бакалавра на вышку и так далее. Но в отличие от образования в университете, данный курс по личностному росту, он у нас в течение всей нашей совместной жизни с нашим партнером, да, и мы в течение всего этого периода растем, развиваемся, но если мы к этому готовы, если мы действительно воспринимаем это как шаг, новая ступенька, новые возможности. То есть, в принципе, мы можем как-то подготовиться, да, к этим кризисам, которые происходят у нас на протяжении жизни. Конечно. Ну, подготовиться, я бы сказала, не подготовиться. Очень важно понимать, что у нас есть некая своя система выстраивания отношений. Она у нас есть в работе, в отношениях с родными, близкими, с детьми, с клиентами и так далее. В отношениях с любимым человеком то же самое. Есть некая система. И хотя бы периодически, хоть иногда мы делать должны небольшую паузу и сделать маленький анализ. Эта система выстроена так, что она приносит нам тот желаемый результат, или же где-то уже пошел какой-то сбой. Потому что очень часто в моей практике ко мне приходят люди, которые уже имеют ранее разводы, то есть разрушенные отношения, и перешли уже в новые, но сталкиваются с тем, система не меняется, система та же, просто приходит новый человек в вашу жизнь, да. Поэтому подготовиться можно, если мы действительно хотим что-то поменять в нашей жизни, то начинать нужно, конечно же, в изучении того, какая модель выстраивания отношений у меня в моей жизни существует, да, это некие особенности. Но здесь нужно еще затрагивать тему своего личностного роста, кто я и так далее. Александра, ты сказала, что нам необходимы паузы. Сейчас очень модное слово ретриты, нересурсное состояние. Опять же, да, мы сейчас спекулируем этими словами, не всегда понимая, что они значат. Правильно ли я понимаю, что мы должны научиться слышать себя и понять, когда наступает момент, что мне нужно уединение, и мне нужно уйти, уехать, улететь, не знаю, как правильно, скажи, чтобы поговорить с самой собой, или если мы говорим о мужчине, с самим собой, и понять, чего я хочу на самом деле. И тут сразу еще один вопрос отсюда вытекает. А если я в разговоре с собой пойму, что я не хочу дальше так, я хочу с другим человеком, как вот
правильно это все сделать, потому что это может быть на эмоциях, да, вот как это правильно самому, с помощью специалиста, как вот правильно найти этот вектор? Вообще я скажу, когда вы уже пришли в то состояние, что вы уже прям вот конкретно ощущаете, что-то резко надо менять, может быть, даже человека, вы действительно, пусть на эмоциях, но у вас действительно всплывают мысли, что я не хочу жить с этим человеком. Я вас искренне поздравляю. Мои клиенты, конечно, считают, что я просто издеваюсь, но я искренне поздравляю. Действительно, вы уже на пороге того, что нужно, по крайней мере, уже принимать какие-то решения. Это раз. Второе, уже допущенные ранее ошибки. Нечестный диалог с собой, а мы всегда стремимся к честному диалогу с собой. Понимание, кто я, чего я хочу на этом или следующем этапе, потому что наша жизнь поделена на циклы, да, я как астролог, и астрология, нумерология, все говорит о циклах, и все, и мы, и наши партнеры, наши мужья, любимые наши, они тоже живут в неких режимах, вот таких поделенных на циклы, периоды, и в них мы абсолютно разные. Так вот, если нет этого честного диалога с собой и честного диалога со своим любимым человеком, если мы не чувствуем в том или ином периоде, что для нас сейчас важно, не проговариваем, у нас нет возможности спокойно, ну, мы не чувствуем защищенности, да, уверенности, что я могу это проговорить, то, конечно, это в перспективе приводит вот таким кризисом и вот к резким таким вот эмоциональным принятым решениям развожусь, надоело, он меня не слышит и так далее. Поэтому правильно, это модно, с одной стороны, с другой стороны, это очень важно. Нам нужны эти маленькие паузы. Пусть это будет 2-3 дня. Я для себя, например, у меня своя система. Любой семинар, любая сходка, все что угодно, но я на 3 дня убегаю, ну, у меня 3 детей, поэтому это очень сложно так на долгий срок. Но вот для того, чтобы перезагрузиться, немножечко прийти в себя, переосмыслить, проанализировать то, что было до и что нуждается в моем внимании, да, хотя бы 2-3 дня у вас должна быть перезагрузка. Желательно подальше, где-нибудь на природе, на море, в горы, там, где вам комфортно. Это пауза, а если еще в этот период, в этой паузе у вас есть какое-то творческое направление, не знаю, вы с кем-то поехали рисовать, заниматься йогой, все что угодно, это вообще просто супер. Во-первых, всегда об этом рассказываю, в момент какой-то творческой, нестандартной для вашей повседневной жизни деятельности, что происходит? Задействуется большое количество мозга, зон мозга, да, но при этом психоэмоционально вы разгружаетесь. И вот именно в эти моменты приходят и нужные инсайты, и понимание, и немножечко корона уже подвинулась и дала возможность вам нормально соображать, анализировать ситуацию, а не винить кого-то, тыкая пальчиками и обижаясь. Поэтому да, пауза нужна, она очень важна для каждого из нас. Скажи, пожалуйста, как понять, что наступил кризис в отношениях? Что должно происходить? Может быть, есть какие-то индикаторы, которые прям маякуют, что что-то не так, что это не просто мы устали, что это не просто какой-то конфликт, что это уже кризисная такая точка в отношениях, ну или троеточие. Да, самое интересное, что несложно понять, когда кризис наступил, а сложность заключается немножко в другом. Принять то, что действительно уже пора действовать. Кризис – это когда ваша сфера, если мы сейчас с тобой общаемся по поводу взаимоотношений с противоположным полом, то есть с партнером, она становится, эта сфера становится как черная дыра. Я всегда говорю всем своим клиентам, вы можете заниматься своим здоровьем, вы можете развиваться как специалист, вы можете выстраивать отличные взаимоотношения с вашим близким окружением. Но если ваша сфера здоровье, работа, финансы или партнерские отношения становятся черной дырой, все это становится абсолютно бессмысленным. Поэтому да, распознать нужно, это когда ты ощущаешь, что все, что ты пытаешься накопить, запастись ресурсом, ты ходишь на места силы, ты занимаешься йогой, у тебя ПП, все замечательно, но туда вытекает как в черную дыру. Поэтому это первый признак того, что нужно немножко перенаправить вектор и немножко внимания направить именно в эту сферу. Но если человек действительно этого хочет, потому что там сложно, там больно, и как-то мы невольно начинаем уходить куда угодно.
Ну да, это такое покидание зоны комфорта, вылезти из-под одеяла зимой, это примерно, наверное, такие же чувства, тебе туда совсем не хочется. Комфортно, больно, и порой надо не забывать, что наши отношения с партнером — это частенько, знаешь, та модель, которая изначально была выстроена, мы научились этому с детства, да, и это триггера определенные, это всегда немножечко больно, потому что, знаете, близкие люди всегда делают очень больно, не сколько друзья, знакомые, коллеги, клиенты, некие, а вот самые близкие. Почему? Потому что это люди, с которыми мы проживаем большой период нашей жизни, мы с ними кармически связаны, да, если затрагивать уже ведическую астрологию, не буду уходить туда далеко. Вот, поэтому да, это сложно, это больно, и мы частенько стараемся от этого убегать, но мы в этом очень сильно нуждаемся. Этому нужно уделять внимание. Отсюда может быть и рост и в других сферах, потому что я говорила и буду говорить. Самые эффективные 2 курса по саморазвитию — это первое — взаимоотношения с партнером, то есть замужество, второе — материнство. Этот курс, это просто, да, он пожизненный, Да, но причем с практическими уроками. но в нем мы растем, все, что хочешь, и границы, и любить себя, и правильно выстраивать коммуникации. Вот здесь, под носом. Но мы уходим куда угодно. Но все равно нас эта сфера возвращает. Вселенная, как добрый родитель, она понимает, что вы, как клеточка в организме, уже нарушаете вашу работу, вы не используете полностью потенциал, вы страдаете, и Вселенная направляет туда все свои силы, как иммунитет организма задействуется. И она с нами разговаривает языком жизненных обстоятельств. Сначала он сказал фразу, потом сложилось обстоятельство, потом происшествие какое-то произошло. Надо научиться это видеть, чувствовать, понимать. Но здесь нужно потихонечку выходить в определенное состояние. Скажи, пожалуйста, очень часто в семье, ну, есть же даже такая фраза, да, один любит, один позволяет себя любить. И очень часто в семье бывает так, что один чувствует дискомфорт и понимает, что для него наступил кризис, а второй, ну, ему и так, в принципе, неплохо. Как тактично, аккуратно объяснить, или, может, не стоит, может быть, нужно разбираться с самим собой, как действовать вот в такой ситуации, знаешь, когда одному некомфортно, а второму окей с этим? Да, это, кстати, очень частое явление. В большинстве своем женщине некомфортно, мужчина, ну, давай, по классике жанра это так. То есть мужчину все устраивает. Ну, мне кажется, у женщин, наверное, просто запросов больше. И запросов, и терпения. Ох, наше терпение. Ой, дело в том, что мужчина, он достаточно прямолинейный, он однозадачный. И для него выстроена система, она рабочая, она работает, все. И он, как бы, собственно говоря, из года в год живет, его все устраивает. Но женщина в большинстве своем, у нее заложена очень сильно природа служения. И на первых этапах выстраивания отношений мы уже допускаем какие-то ошибки. Где-то стараемся закрыть глазки, где-то идеализируем, дополняем к нему еще что-то, какие-то качества, которые, собственно говоря, ему не присущи, но мы их явно видим. Да? И только через время, конечно же, через время уже в практике, да, в нашей в совместной жизни, в быту начинает это постепенно все всплывать. И вот здесь вот происходит недопонимание между парами. Мужчина не понимает, что с ним происходит. Она еще не готова к честному диалогу, признание ошибки, поговорить, сесть, сказать, что да, я допустила, я слишком идеализировала, здесь я слишком взвалила много ответственности на себя. Ну, вы много знаете женщин, которые вот так вот легко сели и вот это все проговорили и так далее. Нет, наша психика устроена так, что она сразу включает свои защитные функции. Мы же немножечко королевы, мы же не можем быть с изъянами. Нельзя сразу на себя там, я там, нет, кстати, это правильно, конечно. Но к диалогу она еще пока не готова. Поэтому включается вторая ошибка. Она начинает становиться в состоянии ожидания. Жду. Сидим, ждем, он должен догадаться. Вот я сегодня приготовила не его любимый борщ, он должен понять, что сегодня я не в настроении. И вот это вот вторая ошибка. То есть вместо того, чтобы начинать постепенно честный диалог с собой, честный диалог с ним, постепенно выходить из этой ситуации,
мы начинаем еще больше заползать в эти дебри. И поэтому это очень сложно. Ему сложно, потому что ему нужна конкретика. Что болит, что надо купить, сколько на это надо денег, в чем проблема конкретно, то есть конкретика какая-то. А мы, естественно, мы ждем, что он поймет, догадается, понимаешь? Поэтому также, кстати, немножечко я вот уйду в дебри. Хотелось бы сказать, всегда вот женщины допускают ошибки. Я всегда говорю, поймите, мы с мужчинами абсолютно разные. Я понимаю, что мы сейчас живем в такое время, равенство и все остальное, но никуда не денешься, наша природа абсолютно разная. И когда вы подходите к мужчине с просьбой, да, то есть вам что-то, ну вот, у женщины случился стресс, ей надо срочно что-то купить, ей, для нее это очень важно. Но мы же понимаем с тобой, что ей нужна не покупка, не сумочка, Эмоции. а ей нужна эмоция, она передает ему эмоцию. Я стрессанула, мне было плохо, мне очень важно сейчас услышать твое «да», я, может быть, даже не куплю. Но мужчина слышит информацию, сумочка стоимостью $5000, вытащить из бюджета, а нам скоро ехать отдыхать. Все. То есть он слышит информацию, а она передает эмоцию. Несостыковочка. И здесь опять он меня не почувствовал, не понял. Конечно, он не понял. Потому что до сих пор ты за все эти годы не разобралась в нем. Ты сама не знаешь, что такое мужская природа, какие в ней особенности, какие главные потребности мужчины, какие главные роли мужчин. И это можно до бесконечности. Я останавливаюсь. Александра, в заключении нашего с тобой фантастически интересного диалога, который не хочется останавливать, давай подведем такой некий итог, что ли, да, что я должен делать или должна делать, когда я начинаю чувствовать звоночки кризиса в отношениях. Я запомнила, что нам нужно уединиться, поговорить с собой. Что еще? Первое, ни в коем случае не впадать в состояние жертвы. Это ловушка. Это ловушка. Как только мы начинаем впадать в состояние жертвы, обвиняя его, естественно, причина претензии в нем, мы затягиваем себя и его же в такую ловушку, из которой порой вылезти просто практически бывает невозможно. Почему? Потому что наши обиды, претензии – это возможности манипуляции, как бы держим так за ниточку, понимаете? Второе, принять тот факт, что это отношения, это сфера, в которой нет стабильности. Я очень часто сейчас встречаюсь с молодыми девушками, которые жаждут уже отношений семейных, и вот они ищут стабильных отношений. Я говорю, большая ошибка. Вы должны понять, что сфера взаимоотношений с партнером, так же, как и денежная энергия, и здесь энергия, и там она течет, меняется, трансформируется, она нестабильна. И то, что произошло, это вполне нормальные вещи. Депрессия, какие-то приступы панической атаки. Все это неприятно, страшно, мы не знаем, что с этим делать. Но это возможность для какого-то новой ступеньки, нового какого-то шажка и получения нового опыта жизненного. Поэтому, опять же, сейчас подытожим, да, то есть не впадаем ни в коем случае в жертву, стараемся с пониманием относиться к этой сфере жизни, там нет стабильности, и там всегда идет рост, мы там всегда растем, и то, что происходит, это нормально. Причина не в нем, не во мне, причина в неправильно выстроенной системе, и здесь можно исправить. В любом возрасте, хочу подчеркнуть, в любом возрасте, но это тема родителей, это уже как-нибудь в следующий раз. Когда стоит все-таки обращаться к специалисту? Можно сразу вот идти к семейному психологу или психотерапевту, или можно попробовать самостоятельно решить этот вопрос? Да, тут уже индивидуально, да, это уже индивидуально каждый, насколько вы готовы поговорить, насколько вы чувствуете, если вы чувствуете, что есть потребность пообщаться с кем-то, напоминаю, очень важно в системе коммуникации соблюдать несколько правил. Одно из них – это давать информацию, делиться опытом только с тем, кто не будет ее обесценивать. Поэтому если вы понимаете, что в окружении нет того человека, которому вы можете искренне довериться, передать вот этот опыт, знания, боль, вы понимаете, что это будет все обесценено, конечно, тогда стоит обратиться все-таки к специалисту. Вы можете проанализировать, узнать, спросить, может быть, кто-то даст вам рекомендации, но ни в коем случае, я понимаю, что искренне иногда хочется поговорить с подружкой, вылиться резко маме, но если вы знаете, что в коммуникациях с этими людьми будет обесценивание ваших чувств, пожалуйста, не делайте таких ошибок, тогда вам действительно нужно поговорить со специалистом.
Александра поделилась с нами несколькими направлениями, как мы можем справиться с кризисом в отношениях. И одним из таких направлений было находить время для себя. Мы не так давно снимали очень классный эфир с Татьяной Пановой, где говорили о важности находиться наедине с собой для того, чтобы эмоционально не выгорать. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Друзья, у меня к вам вопрос. Ну, во-первых, как вам мой новый интерьер? А второй вопрос, который хочу задать вам. Напишите, пожалуйста, как вы справляетесь с кризисами в отношениях. Мне очень интересно собрать как можно больше лайфхаков, которые помогут укрепить отношения в семье. Ну а мы с вами увидимся в новом видео.